Недавно я увидела утверждение, в котором пользователь к одному из видео об иллюстрации моды написал, что невозможно создать свой стиль в рисунке. И это натолкнуло меня на мысль снять видео, в котором я расскажу и покажу, как я работала над своим стилем осознанно, и я точно знаю, что это возможно. Но вопрос здесь в другом, насколько у художника, у иллюстратора хватит терпения и настойчивости, чтобы это сделать, потому что этот процесс создания своего стиля, он требует целенаправленной практики, именно осознанной практики в рисунке. И в этом видео я дам 5 рекомендаций по созданию своего стиля, и также на примере своих работ поделюсь историей развития моего стиля в рисунке и расскажу, как он менялся в процессе моего творчества. Первые иллюстрации, которые я видела в иллюстрации моды, это были рисунки Гаран Сидор и других иллюстраторов моды, которые я часто видела на Blogspot. У меня даже остался архив с подборкой иллюстраций того времени, и я рисовала иллюстрации, похожие на иллюстрации этих художников, но я не понимала и не анализировала стили, я просто пыталась рисовать что-то подобное в разных стилях и разных техниках, не задумываясь о том, что может их объединять или наоборот различать. Но этот опыт, это хороший опыт, который помог мне наработать техническую базу, то есть базу рисунка, и я уже кое-что умела, от чего я могла отталкиваться дальше в развитии своей иллюстрации. Мои первые иллюстрации в основном были выполнены либо в эскизной технике карандашами, либо в смешанной технике в цифровом формате. И уже тогда в процессе изучения иллюстраций я начала выполнять небольшие заказы, потому что на каждый стиль рисунка всегда найдутся свои любители и свои поклонники. И следующий этап развития настал, когда я влюбилась в работы одного иллюстратора. И здесь мы сразу переходим к следующему пункту, и он называется «Влюбитесь в чужой стиль». Это нужно просто для того, чтобы иметь первоначальную планку, к которой вы будете стремиться. Такой прием помогает быстрее расти и прогрессировать, когда мы смотрим на работы великого мастера или на работы какого-то иллюстратора, который прекрасно владеет рисунком, и мы ставим себе планку, к которой мы стремимся и стараемся развиваться именно вот до такого уровня. И в Blogspot мне попались работы креативного директора парижского Vogue, и я просто влюбилась в ее иллюстрации. Я скачала всевозможные изображения, которые можно было найти, нашла ее работы в студии, как устроен ее рабочий стол. Мне было все интересно, чтобы понять, как она работает. И я стала больше уходить в ручную графику и приближаться к ее технике исполнения. И где-то даже пытаясь копировать ее стиль. Сейчас я покажу работы. Это работы 2011, 2012, 2013 года. И здесь видно, что я не работала с фоном, я работала на простой бумаге. И по работам видно, что я сильно не детализировала лицо, даже здесь можно посмотреть, что не прорисован нос, но зато прорисованное особое внимание я уделяла деталям одежды, видно, как я прорисовала здесь бусы. Сейчас мой фокус внимания и мой стиль эволюционировал и изменился, потому что сейчас большее внимание я уделяю прорисовке глаз, но при этом я уделяю меньшее внимание именно отображению каких-то деталей одежды, я бы нарисовала их совершенно здесь по-другому. Эти работы были выполнены в смешанной технике, здесь использована пастель и использован цветной карандаш, но пастель использована лишь для того, чтобы показать детали лица. А работы я раньше ламинировала, потому что на тот момент мне они казались очень красивыми, и я думаю, что у каждого художника, у каждого иллюстратора есть такие работы, которые в какой-то определенный момент, когда ты нарисовал, тебе кажется эта работа очень красивая, когда ты смотришь назад, спустя какое-то время, может быть, это через несколько недель или через несколько месяцев или лет, когда ты уже повысил свой уровень навыков и мастерства, и ты понимаешь, что ты мог бы исполнить эту работу совершенно по-другому. Но на тот момент она тебе казалась очень ценной и очень красивой. И поэтому некоторые работы были заламинированы для того, чтобы их хранить. И по работам видно, что здесь нет такой контрастной проработки деталей лица. Все проработано достаточно в таких светлых оттенках, бледных, и вот нет такой контрастности, которая бы подчеркнула выразительно объем иллюстрации. И в некоторых работах здесь уже видно влияние творчества парижского арт-директора Vogue на мои иллюстрации, потому что я пыталась приблизиться к ее стилю, и я пыталась рисовать в ключе ее стиля.
В этот момент вот одна из этих работ как раз была опубликована в журнале. Уже тогда я любила рисовать принты, но здесь видно, что я не применяла какую-то технику недосказанности, все прорисовано очень четко и нет работы с фоном. Сейчас бы я уже добавила какие-то фоновые пятна для того, чтобы эту работу оживить. И уже на тот момент я не просто копировала фотографии, мне нравилось собирать образы, то есть я использовала разные референсы, разные фотографии, как мудборды, для того, чтобы придумывать какой-то свой интересный образ, делать свое видение. Данная работа тоже была выполнена для журнала, но вот видно, что работы достаточно бледные, в них нет никакого контраста, и лица вот прорисованы не совсем смело, еще просто все в таких нежных тонах. И уже спустя какой-то период времени у меня был большой перерыв в рисунке, и в 2016 году я уже более активно вернулась к иллюстрации, и по работам, которые я сейчас покажу, видно, что был перерыв, и здесь нет какой-то детальной проработки лиц, здесь достаточно показаны мощные шеи, и очень работы приближены именно к реальным пропорциям фигуры, и нет какой-то изящности, элегантности, над которой я буду работать уже следующие несколько лет. И здесь мы видим достаточно мощную шею, мы видим не очень такую изящную, красивую фигуру. Сейчас бы я уже подчеркнула более изящную талию, подчеркнула бы движение и сделала более элегантную шею. Но вот на тот момент этого я не видела, и поэтому я рисовала образы достаточно такие мощные. И здесь в основном идет работа с карандашом и с маркером. Это был как раз период, когда маркеры были очень популярны, и поэтому я тоже создавала иллюстрации именно вот в таком ключе. Но со временем я стала делать более проработанные работы, я стала больше экспериментировать, и где-то мне хотелось показать одежду более смело. Вот на работе справа, вот на этой работе как раз видно, что я уже смелее работаю с передачей тканей, и мне захотелось больше передать в работах движения, я стала делать зарисовки моделей в движении, и мне это очень нравилось. И сюжеты становились все более сложнее и более интереснее по подаче. Но при этом все равно я не работала с фоном, все делала на белых листах бумаги. Мне очень нравилось, как смотрелась лента. К сожалению, когда я перешла уже на стиль пастели, почему-то мне захотелось удалить все акварельные работы с моего профиля, но на самом деле их было большое количество, и вы видите, когда я покажу следующий блок работ. Здесь уже были какие-то попытки добавить фон, но все равно это было не очень сделано эффектно и красиво, но уже смелее я начала работать со штриховкой и стала выбирать такие более эмоциональные образы. И прежде чем перейти к такому самому большому блоку с акварельным периодом, я хочу показать несколько работ, в которых я тоже делала в тот период эксперименты, потому что я работала с разными материалами и искала разные варианты подачи. И вот один из таких периодов, когда я работала гуашью, я тоже пыталась создавать свои какие-то образы, иллюстрации. Одна из работ, которую я сейчас показываю, это работа, вдохновленная образом Dior. Мне очень эта иллюстрация понравилась, мне понравилось, как показаны руки и показано тело модели, но, к сожалению, я не решилась развивать именно это направление. Мы видим, что я уже здесь добавляю фон, все больше начинает появляться фоном в моих иллюстрациях, но он такой еще более приглушенный. Я также часто экспериментировала с гуашью и с акрилом, и мне очень нравилось, как акрил оживлял иллюстрации. В акриле очень здорово, что очень много можно подчеркнуть блика и больше мазков и живости дать. Я старалась разнообразить свое портфолио, в нем были и здесь уже появляются эмоции, и в нем я старалась рисовать какие-то детали. Мне хотелось передать больше каких-то красивых деталей, которые я видела
показах мод. И здесь есть эксперименты, когда я работала смешанной техникой, совмещая гуашь, совмещая цветной карандаш. Вот у меня никогда не было страха экспериментировать, и я думаю, что это один из плюсов, который помогает именно развивать свою стилистику. И мы с вами переходим к следующему блоку, и это вот самый плодотворный период. Вы видите, сколько здесь иллюстраций, и это еще не все иллюстрации, которые у меня есть, но я хочу показать работы, которые были выполнены именно в этот период, потому что именно в этот период я поставила себе задачу рисовать каждый день по возможности, и для того, чтобы совершить вот такой прорыв и рывок именно в своем рисунке, для того, чтобы увидеть прогресс. На самом деле это удивительно, что именно в самые загруженные моменты, когда я работала, и на работе всегда была очень интенсивная, очень большая загруженность, очень большая усталость, но при этом мне очень хотелось совершить вот именно развиваться в направлении фэшн-иллюстрации, поэтому в этот период была сделана колоссальная работа, которая и позволила мне в дальнейшем заниматься иллюстрацией уже на постоянной основе и получить какую-то такую дополнительную свободу в жизни. Несмотря на то, что в этом блоке у меня идет речь об акварельных работах, но я сюда внесла также работы маркерами. Первые работы, под которые дали на толчок акварельным, они объединены все равно одной стилистикой исполнения. Здесь также есть работы, которые были выполнены частично акрилом. Все иллюстрации того времени, они были исполнены на белоснежном фоне. И еще раз повторюсь, потому что мне нравилось, как выглядела в тот момент лента в Инстаграм. Очень хорошо смотрелись иллюстрации на чисто белом фоне. И именно тогда я стала использовать не ватман, не акварельную бумагу. И до сих пор я использую бумагу, плотную бумагу, офисную. И мне нравится, как на ней смотрится акварель. Все оттенки смотрятся достаточно чистыми, особенно после сканирования. Все выглядит очень чисто и красиво. Тогда, когда я рисовала акварелью, я часто рисовала образы с показов, и можно увидеть очень часто работы в полный рост, в полурост. Конечно, сейчас я очень люблю рисовать портреты, и в основном моя лента, мое портфолио наполнено портретами, потому что мне очень нравится рисовать лицо, мне нравится рисовать глаза, мне нравится рисовать детали, но у меня есть вот такая практика, когда я рисовала и фигуру в полный рост, и в полурост, но вот сейчас с пастелью мне очень нравится работать именно с портретами. Именно вот в период работы с акварелью у меня стали появляться больше сюжетных иллюстраций. И еще в этот период я рисовала работы, которые состояли из нескольких образов с показа, и именно благодаря вот одной из таких работ обо мне написал Harper's Bazaar в 2017 году, и это тоже придало моей карьере определенный импульс, и я очень благодарна за то, что такой момент произошел, потому что это помогло мне поверить самой в свое творчество. И именно в этот период я поставила цель найти свой стиль, а вернее его создать, потому что я не видела в своих работах каких-то ярких отличительных черт, искажений пропорций или особенностей в технике исполнения. И самый главный вопрос, который я задала тогда себе, это чем одна иллюстрация отличается от другой, почему работы Дэвида Даутона отличаются от работ Дани Робертса, и чем они отличаются. Они оба были популярны, оба прекрасно рисовали, но в чем их отличие и в чем секрет их популярности. И тогда я целенаправленно изучала очень много совершенно разных иллюстраторов, и самостоятельно, не проходя какие-то курсы, их тогда и не было, не обучалась, но я внимательно проанализировала все работы и выписала все принципы и приемы, которые использовали эти иллюстраторы для того, чтобы создавать свои работы, которые отличаются уникальным стилем. И затем я структурировала эту информацию и попробовала исполнить работы в разных стилях этих авторов. Это была потрясающая практика, которая позднее стала основой как раз курса в формате марафона, которые прошли сотни иллюстраторов. И именно в этот момент произошел самый большой сдвиг.
В этой иллюстрации уже видно также влияние на мое творчество на лоу-косты, потому что я уже стала рисовать также в таком же ключе, частично не дорисовывая, не прорисовывая, не придавая цвет части лица, а часть лица прорисовывая более дословно. И также видно это по графике, где я уже начинаю задействовать фон иллюстрации, не прорисовывая внешние контуры одежды, где-то также добавляя интересное отображение ресниц и бровей, пытаясь ввести какие-то свои элементы, свои ключевые особенности для того, чтобы мои иллюстрации были узнаваемыми. Но эти элементы, они будут частично повторяться, и они не прижились, потому что все-таки я находилась в поиске. Среди моих работ можно встретить работы, которые не свойственны фэшн-иллюстрации. Эти работы я выполняла для немецкого агентства, которое как раз работало с китайскими блогерами, и здесь я рисовала для них серии работ различного характера, и это только расширяет возможности иллюстратора, если он умеет рисовать архитектуру, интерьеры или какие-то либо другие предметы, которые не связаны с модой. Здесь также видно, что я старалась какие-то уже иллюстрации делать, не просто показывать девушку на подиуме, я старалась придать какую-то, сделать интересную подачу, показать модель в позе. И вот здесь видно, что я тоже пыталась все-таки эти брови и ресницы показывать как-то по-особенному, по-своему. Но я находилась в поиске, и здесь, конечно, это все менялось. Это иллюстрации, которые были выполнены для лондонского журнала. Иногда я рисовала работы вот в таком формате, я могла нарисовать несколько таких работ за выходные и потом публиковать их в течение недели в своих социальных сетях для того, чтобы увеличивать аудиторию. И как раз вот моя аудитория выросла именно тогда, когда мои работы были наполнены, вот именно мой профиль был наполнен акварельными работами. И иногда даже подписчики мне пишут, почему я изменила акварель на пастель, потому что кому-то очень нравилась акварель, но вот у меня прошел такой период, и сейчас у меня период работы именно в пастельной технике. Работая акварелью, мне нравилось, что я всегда рисовала, всегда старалась передать эмоции, и некоторые работы, они прям наполнены какими-то эмоциями приятными. И вообще с каждой иллюстрацией у меня связаны определенные воспоминания, потому что это как триггеры какие-то, когда ты рисуешь какой-то период, и вот когда я начинаю пролистывать свои работы, это как такой дневник, как определенная история, которая мне напоминает о каких-то моментах из моей жизни. И я думаю, что у многих иллюстраторов так, потому что мы через рисунок закладываем какие-то эмоции, которые потом, когда мы смотрим назад, мы вспоминаем, и они возникают у нас при просмотре наших же работ. В следующем блоке работ я хочу показать именно вот тот момент, когда я уже начала экспериментировать с пастелью, и я стала выполнять работы на белой бумаге пастелью. И здесь видно, вот в этой именно работе, видна работа с пастелью. Мне очень понравилось, как здесь показана прозрачная ткань и как показаны лица. Здесь нет прямо вот такой детализации, но тем не менее, все равно здесь уже появляется больше свободы в исполнении головного убора и в исполнении передачи макияжа. И есть уже такая недосказанность и пространство в формате листа. Я экспериментировала с разной подачей. На данной работе можно видеть смешанную технику, краску и чуть-чуть фоном пастелью. Все равно здесь в иллюстрации я бы по-другому уже показала фон, здесь тоже пастельный фон, но лучше так не делать, лучше раскрошить мелок пастельный и затем уже растереть его в фоне, и будет это смотреться более красиво. Вот здесь это было грубо, и так делать не стоит.
Здесь мы видим работу, которая выполнена частично акварелью и выполнена в смеси с пастелью. И мне очень нравится эта работа. На самом деле она уже выглядит более яркой, более выразительной, в отличие от работ, которые были сделаны в первоначальный период моего творчества. И здесь уже больше выражения, больше эмоций, больше смелости в подаче. И есть такая недосказанность, контраст. Мне очень нравится эта работа. И перед тем, как мы перейдем к основному блоку с пастелью, я хочу показать работы, которые являются как бы таким мостиком именно в поиске исполнения пастельных работ. И вот одна из этих работ, которую вы видите, эта работа выполнена в стиле Дэвида Даутона. Здесь показана элегантная девушка, и она, конечно, выполнена не передает образ современного времени, да, видно, что она такая больше исполнена в винтажном стиле, но мне здесь нравится, как показано лицо, как исполнено лицо именно в этой иллюстрации. По работам можно увидеть, что я находилась в поиске, здесь видны эксперименты, и вот следующая работа ближе уже к тому стилю, в котором я работаю сейчас. Здесь также есть работы, где смешанный карандаш. Сейчас я карандаш использую реже. Есть акрил на цветном фоне, который я использовала для иллюстрации. Здесь есть эскизы, в которых я пробовала создавать такую недосказанность. Это одна из работ, которая тоже очень хорошо была принята аудиторией, и она мне понравилась. Это образ из показа Шанель. В какой-то момент я даже пыталась экспериментировать с пропорциями, но все равно моя рука тяготеет более к реалистичным пропорциям, более реалистичной подаче лица. Однажды я нарисовала работу с отголоском на стиль Дэвида Даутона, но я нарисовала современную на тот момент модель в своем прочтении. Мне понравилась эта иллюстрация, и моя аудитория тогда активно отреагировала на эту работу. И затем я попробовала сделать несколько подобных работ, и они мне понравились моей аудитории, и тогда я решила, что буду развиваться именно в этом направлении. Но уже тогда у меня сложилось четкое понимание, что над стилем нужно работать и сохранять свою стилистическую линию исполнения. И здесь мы плавно переходим к следующему пункту, который называется «Сохраняйте свой фокус». И в этот момент, как правило, многих кидает на дальнейшие поиски, и в этом заключается ключевая проблема. Ты вот вроде нашел что-то свое, но вот этот постоянный искатель новой информации начинает опять сбор в свою копилку, и еще, и ты уже не можешь остановиться, и ты проходишь обучение ради обучения, а не для того, чтобы выработать свой стиль. И здесь нужно немножко заставить себя отрисовать хотя бы до 50 работ именно в одном ключе, в одном стиле, в одной графике, и это как раз ключ к созданию своего стиля. Вначале, когда я создавала свой стиль, когда я только его развивала, мне было несложно создавать работы именно в этом ключе. Я понимала, как важно держать свою линию стиля, и мне было интересно, как будет смотреться тот или иной образ в исполнении пастелью на картоне, что я могу исключить или добавить, и как я могу вообще интерпретировать этот образ. Но все равно наступают такие моменты через какой-то определенный период времени, когда тебе уже скучно делать работы в таком же ключе, потому что ты уже понимаешь, как это будет выглядеть. Ты настолько натренировался, что когда смотришь на эскиз, идею, образ, ты словно смотришь через определенный фильтр, как будто в программе, и ты знаешь, что ты сделаешь, и ты знаешь, как ты это нарисуешь. Поэтому начинать несложно, и несложно найти свой стиль, придумать его несложно. Но самая главная загвоздка — это продолжить его и развивать его до высокого мастерства, так что твой стиль захотят копировать другие. И вот это самый важный момент и самое важное препятствие. И последний пункт. Подумайте о том, что все художники и иллюстраторы когда-то не умели рисовать, когда-то они взяли карандаш в руки в первый раз, и когда-то они решили создать свой стиль или пришли к этому интуитивно. Вы можете найти этому тысячи доказательств, просто анализируя творчество конкретного человека. И здесь очень большое множество примеров. Просто проделайте такую работу, и вы сами убедитесь, что каждый автор эволюционировал в своем стиле и работал над ним. И это процесс, и это направленная работа. И если вы еще не нашли свой стиль, значит, вы просто еще в пути. Ну а если вы смотрите это видео, значит, вы точно имеете цель найти свой стиль, и значит, вы точно его найдете и создадите.
Спасибо вам за просмотр этого видео. Если вы получили вдохновение, просто поставьте лайк под этим видео, и мне будет очень приятно. Это, кстати, одна из работ, о которой я говорила, которая первая работа, которая как раз и послужила отправной точкой для последующих работ. Каждая иллюстрация наполнена, еще раз повторюсь, каждая иллюстрация наполнена своей историей, своими эмоциями. И вот сейчас, даже перелистывая, я вспоминаю, как я создавала каждую из них, и я это очень хорошо помню. И чем вдохновлена каждая работа, почему она возникла. И это такая тоже определенная ностальгия. И последний блок, который я хочу показать напоследок, это блок, в котором я сейчас делаю какие-то эксперименты. Например, это работа с акварелью, когда я использую смешанную технику, я рисую иллюстрацию и акварельные пятна на разных листах, и затем это сочетаю все в одной графической программе, в одной иллюстрации. И мне кажется, это выглядит интересно, и я планирую вот это направление частично развивать и вводить в свое творчество. Мне это очень нравится, и мне это очень близко. Периодически я делаю также работы пастелью на светлом фоне, мне тоже это нравится. В данной работе здесь я сочетала работу, саму основу я написала акварелью, и уже алкогольными чернилами на специальной бумаге я сделала платье и собрала иллюстрацию. Я очень люблю делать вот такую смешанную технику, потому что это позволяет сделать красивые графические эффекты в работе, в иллюстрации. Большое спасибо вам за просмотр этого видео. Я надеюсь, что мой путь вдохновит вас, и вы тоже поверите, что возможно создать свой стиль, возможно достичь поставленных собой творческих целей, если приложить к этому определенные усилия. Трудолюбие определяет результат.